помнишь, ты мне деньги должен за телефон, что у меня мусора забрали. Пубертат увидел мир. Привет, дорогие друзья, всем добрый день. Мы приехали в город Чернигов. Чернигов тоже очень сильно пострадал от российских ударов, от российских оккупантов. И мы приехали показать вам, что есть на самом деле. Не из новостных лент, а именно так, как это видят обычные люди. Вот наш друг Андрей, он житель города Чернигов. И он все это здесь переживал все время. Ты никуда не уезжал? Ни одного дня. Все время здесь был, и сейчас нам сегодня покажет, расскажет, что вообще происходит в городе, как было в Чернигове. Бон, Вот. рада тебя видеть живым, здоровеньким. Здравствуйте. Друзья, обычный жилой дом вроде бы, но тоже очень сильно пострадал. А что, люди остались или нет? Живут там? Люди остались, они живут в подвалах, потому что до сих пор нету ни воды, ни газа, ни света, готовят еду на кострах, как раньше. И очень максимально не любят никого, кто к ним приходит, к сожалению. Так, а это что туда, ракета прилетела? Это самолет летал в около 11 часов дня, ракеты сбрасывал, в людей. Они видели на скопление людей. Ну что, у нас фашизм именно начался тут жесткий, капец. Прилетают ракеты просто в жилые дома, в скопление людей, просто в мирные кварталы. Просто капец. А ты видел сам русских солдат? Я лично не видел, но, как выразился мой товарищ, кости такими белыми не бывают. Кто? Кости. А. Просто в Беттер какой-то был спаленный, там менты открыли показать, там знакомые по блату. И, там просто, скелеты улыбаются, и белый-белый. А бои шли уже на окраинах Чернигова, На да? окраинах, да. Вот то, что хотел сказать. Вот если бы ребята, которые защищали Чернигов, бы не выстояли, я просто не знаю бы, что происходило. Может, если бы эта вся колонна двинулась по мосту, прямая дорога на Киев, это просто, наверное, бы не разговаривали сейчас. Ну да. Вот ты как житель Чернигова, как ты оцениваешь разрушение города? Потому что звучала информация, что 50% города разрушено. Ну, давайте смотреть объективно. Центр пострадал меньше всего, и он разбит на процентов 40. А все остальное, окраины, их просто теперь не существует, поэтому, наверное, вот так вот цифры и складываются. То есть, на мое объективное мнение, процентов 70 точно. Уничтожено. Просто уничтожено. Вот здесь мы вообще сидели, любили отдыхать в леску. Слышишь, а что сейчас по электричеству в Чернигове? По электричеству половина населения с, половина без. И каждый день проходят ремонтные работы, и в меру сил все чинится, и по району подключают, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы живете здесь? Да. А можете просто сказать, вы в Чернигове все время находились? Ні. А, вернулись только недавно? Ага. У вас же оселя не постраждала? Що постраждало? Оселя у вас не постраждала? Гараж, кришу знесло, вікна здоровенні повибивало. І в гаражі, і в хаті. А вы эвакуировались, когда начались горячие уже самые события? 19-го ми поїхали. А давно вернулись? Вернулися вже тиждень. И что можете сказать про Чернигов, вот как вы его сейчас увидели после нашествия орков? Так а що ви? Горе таке, що ти плакала, я голосила. Що люди постраждали так. У вас из знакомых, из родственников все целые? Цілий зайчик всі. Ми в село виїжджали, так там не було такого поки. А что можете сказать вообще Путину и путинской армии? Що я можу сказати? Що нема ума в його, що так матерки сльози проливають, землю діти проливають кров'ю. Що я можу сказати хороше? Вони ж кажуть, що ми напали, а ми ж не нападали їх. А что скажете нашим братьям украинцам? Ой, щоб вони скоріше визволили їх, да щоб життя була нормальна. Голосом це проїхала, так голосом голосила. Бідненькі люди, Господи. Постраждали, хто знає за що. Попривалювало. Ой, а котик мій як і злякався, так стрибав вище столі. Ой. Ну, все будет хорошо, держитесь, прорвемся обязательно. Спасибо, дитяточко, йдіть, а я поїду помалесеньку. Все, хорошего дня. Спасибо, так же і вам. Хай вам Бог помагає.
І в сім'ї, і в здоров'ї, і в усьому. Это школа моего лучшего друга. Дитячий заклад. Да, сюда конкретно сбросили на самолете. Вот этот ФАБ 500 или 250 какой-то такой. Посмотрите. А что, в этой школе были какие-то военные позиции или что они кинули? Да никого, никого там не было. Просто склад еды, да и все. То есть, ну, тут никого не было. То есть тут все было навалено, там по половинкам людей вытаскивали оттуда изнутри. Друзья, у нас все школы П-образно сделаны, то есть это внутренний двор, куда выходили дети на линейку, на прогулку. И вот прямо вот в корпус фигачила ракета, посмотрите, смяла, говорят, что много пострадавших было. Я понимаю, что сверху тоже, или это внутренний двор? Внутренний двор. В общем, сюда упала ФАБ-500 или ФАБ-250, я не знаю, 500-килограммовая огромная бомба. И развалила, вот, видите, последствия. То есть, смотрите, какие громадные вот эти вот плиты перекрытия монтажные, которые просто на куски как печенье развалилось. И тетради валялись, эти батарею выкинуло даже, глянь, на куски разорвало. Очень жестко. Тетради чьи-то. Кто-то должен был в школу пойти, но не пошел уже. Капец. Картина, конечно, удручающая. Гляньте, здесь вперемешку с камнями, с бетоном лежит школьная литература. Ну, то есть тетрадки детей или учителей. Вот эта вся документация, которая была в кабинетах, вот это все полностью перемешано здесь в результате взрыва с камнями, с булыжниками. Братанчик, слышь, а можно тебя на пару слов? Ты что, гуляешь просто тут? Да. А спасательные работы уже закончились? Вот это что, людей повынимали, все почистили? Да, было людей. Много мертвых было. Здесь? Да, примерно 48 человек. То есть здесь в результате удара, ты говоришь, что 48 человек погибло? Ну, некоторые выживели. А ты тут учился? В первом классе, да, потом перевели. Слышь, какие вот у тебя чувства? Что ты видишь свою родную школу, в которую ты ходил, и вот что с нее сделал русский мир? Жалко школу. Очень. Ты как, в Чернигове все это время находился? Да. Капец. Да мы ездим по городам, снимаем, как бы, что произошло после оккупации русского мира и что, как бы, собственно, делали фашисты, как бы, раздолбанных городов. Бучу, Ирпень смотрели. Приехали сейчас в Чернигов поснимать, людям показать. Зеленский говорит, ездите, снимайте, оповещайте, чтобы весь мир видел, что, как бы, происходит на самом деле. Не из новостных лент, а, как бы, вот из первых уст блогеров, как бы, таким вот доморощенные видео создаем. Пытаемся донести до людей, чтобы мир видел, потому что многие где-то в мире сидят и даже и не знают, что тут вот такой вот, ну, Чернигов, где-то, может быть, когда-то слышали, а тут тупо люди учились, жили. А что думаешь вообще про вот это путинское нашествие? Что ты можешь сказать? Про Путина? Пару слов, да. Да Путин долбоёб просто, да и все. Он все равно скоро сдохнет. Ну, поскорее бы уже мы тоже все ждем с радостью, чтобы он уже скорее сдох и уже скорее отстраивать, начать города, помогать. Это все как бы железяки, камни, это все мы отстроим, как бы жалко самое это, конечно, людей. Школу можно новую построить, более крутую, как бы это повод будет все более красиво сделать, вот людей на самом деле жалко. Ну ничего, я думаю, скоро победим, будет все хорошо. Что вы, пан Андрей, ходите? В шоке, просто в шоке. Шо Я это, сюда да? первый раз просто зашел после этого. А, ты не был здесь? Не, я просто- А я ты боялся здесь учился? здесь. Нет, ты здесь не учился? Не, Рынок там центральный. Недавно почти его разбомбили. А что это за одежда? Здесь был пункт гуманитарки? А гуманитарка это была помощь гражданскому населению? Да, Типа одежду, еду раздавали? да. И они тупо гум-конвой накрыли. 18-я школа через дорогу тоже немного пострадала. Мы видели, проезжали там тоже, да. Мы приехали в Чернигов с УСом. Здесь посетили для начала школу, в которую прилетел снаряд. Посмотрели на ее останки. И еще, к сожалению, это не единственное разрушенное здание. Еще половина города, дай бог. Это даже не снаряд, это ФАБ-350 или ФАБ-500. Это большущая авиабомба, которую сбросили с самолета. Чернигов не смогли взять, они сюда не заходили, они бомбили это все градами и самолетами. Кобзар, Тарас Шевченко, пророк. А ну давай. Привет. Здорово. Приветствую. Я тебя смотрю. Очень приятно, мы приехали к вам поснимать. А ты в этой школе учился? Не, я 18-й. В соседней? Да. А она пострадала? Конечно. Сейчас не страшно? Не. В некоторых местах только мины могут быть и растяжки, и все.
Потому что мои родители на кладбище, там, где похоронен мой дедушка, там растяжку нашли. Очень много интересно, что Тарас Шевченко в то время писал, как будто бы это вот предсказывал все это. И все нынешние события, очень много стихов на то время были написаны и очень сходятся с нынешними событиями. Бували воїни, і військові, і свари, і галагани, киселі, і кочуби, і нагаї. Було добре, того чимало, минуло все, та не пропало. Остались шашелі, гризуть, жируть і тлять старого дуба. А от коріння тихо любо, зелені парості ростуть. І виростуть, і без сокири, аж зареве та загуде, козак без верхи упаде, розтрощить трон, порве профиру, роздавить вашого кумира. Людські шашелі, няньки, дядьки, отечества чужого, не стане ідола святого, і вас не стане будь-який. Та кропива, а більш нічого, не виросте над вашим трупом, і стане купою на купі, смердячий гній, і все потроху вітер рознесе, а ми помолимося Богу, і не багаті, не вбогі. Когда вот тут вот приехали разбирать, вот там вот была голова человеческая. Капець. Отдельно от тела? Нет, целое еще не нашли, но там лежала голова. То есть тело где-то может и лежит там? Тело, может, и да, но голову нашли. Вот тут вот нашли голову. Вот тут вот прям нашли голову. Пацаки, это самый центр гуманитарного склада. Видите, здесь все заполнено одеждой. Здесь и для детей, для женщин, для всех самая разная одежда. Гражданская, смотрите, женские свитера, кофточки, джинсы детские. И вот прямо сюда жахнули нацисты-рашисты своей бомбой. Вот тут я был в 1 классе, до 3 класса. Ого. Пацаны, вы поняли, здесь проходило занятие за день до начала войны. 23 лютого. Докладний письмовий переказ. Книги нашел. Они были на 2 этаже там. Это я еще давно нашел. Учебники. Да. Вот. Учебники можно сейчас сохранить, потом отдать. Ну, пусть тут лежат, они потом, те, которые заберут. Книжки пригодятся потом. Ага. Это моего друга класс. Мы с ним Кстати, вчера мы с гуляли. подругой тут нашли главное в жизни. Туалетную бумагу. Да? Ага. Что, вы, пацаки, ждете, когда война закончится? Да, гулять будем. На речку ходить. Если, конечно, там... Да нет, все поразминируют. Не, если там, конечно, не будет трупов людей. Мне кажется, не будет. Ну, это что, они же не тонут, когда умирают эти люди. Когда они выкидывают их в речке. А вам было страшно, когда вы были в Чернобыле? Немножко. Смотрите, пацаки, мы зашли в класс биологии. Здесь хранятся черепа, крупный рогатый скот. Что еще вы нашли? Типа птичка, это чтобы изучать, из чего Да, она все. сделана и понимать. Да. Что, вы разбираетесь в биологии? Не особо, но я люблю биологию. Я тоже люблю. У меня самая лучшая оценка, кстати, по биологии была. Мне нравилось. Что такое? Щука. Смотрите, щука. щука, это ничего. Не боитесь такую рыбу? Не. Кажется, что в России длится 3 часа 55 минут. Знаешь почему? Потому что если ученик в России 4 часа в школе находится, так его должны накормить. А, чтобы не кормили? Да. Крым — это Украина. Просто на столе остались все тетрадки, вот как их здесь оставили, вот так они тут и лежат.
Зошит для контрольних робіт з української літератури. От, дитина написала твір і отримала 10 балів. Майже 11. Супер. 6 Б клас. Гляньте, это был, я так понимаю, зеленый уголок или что-то похожее, потому что здесь очень много материалов, посвященным разным животным. И вот здесь вот какие-то стихи детские. А це обійми з котом. Його звати Каспер. Він дуже кумедний. А ще мій кіт любить поїсти. Я обожнюю мого кота. Це мій кіт. Кіт Каспер. Гарний кіт. А це я з котом. Вот так вот тут детки занимались своими вещами, пока не пришли русские паскуды. Ребятки, что от себя скажете вообще по поводу войны? Что вот вы думаете? Война это плохо, очень. Люди много умирают, жалко людей. А ты что думаешь? Что? Путин хуйло. Надо за это. Матюки. Сейчас, наверное, уже и в интернете можно уже и матюкаться, можно не запикивать. А тебе не страшно? Не боишься? Нас ЗСУ защитит, друзья. Слава Украине! Слава Украине, слава ЗСУ. У нас мощная армия, у нас мощный патриотизм. Никто сюда не пройдет больше никогда. Пацаки, а вы с Чернигова? Да. Да, А вы эвакуировались или все время в городе находились? Нет, все время в городе. Что вы, как, расскажите, как прятались от обстрелов, что видели, что слышали? Ну, как обычно, просто либо в погреб, либо под кровать, ой, на пол просто ложились, когда стреляли. Какая атмосфера вообще была? Было страшно? Очень. Очень страшно было, да. Что думаете, скоро победим? Да. Да. Что скажете вообще Путину и русской армии? Ну, во-первых, я не вижу никакого смысла в этой бесполезной войне. Я считаю, это самая бесполезная война. Ни за что. Ну, не несет никакого смысла. Вот, можете представить, это был дом частный. За одно мгновение просто хлоп, и превратилось все в груду мусора. Вот воронки понемногу заполняются уже дождевыми и грунтовыми водами. Смотрите, пацаны, глубина воронки больше человеческого роста. Если туда спустится Сусанин, тут даже 2 сусанячих роста глубина воронки. Это какая сила удара, что она пробила асфальт, пробила нижние слои камней и вот так вот расфигачила весь грунт. Ого. Глубокая яма. Поливать здесь и поливать там. Не забывай, кто ты, смотри по сторонам. Одна дорога и 2 пути, и ты сам не туда свернул. Никого, кроме себя самого, не вини, поздно замаливай грехи. Бон, а ну скажи по твоим меркам, что это упало такое? Это очень мощная бомба. Точно не знаю какая, но Это самолеты именно сбросили? Да, никак иначе. Если Искандер он самонаводящийся, ты видел уже эти Искандеры или не? Сталкивался с ними? Искандер, да, наводится заранее по координатам и довольно относительно, скажем так, четко попадает. Просто в 2 словах объясни людям. Есть бомбы, а есть мины, а есть ракеты. Я, допустим, вообще не военный человек, я ни хера в этом не понимаю. Есть электроника внутри, есть просто тротил внутри, есть без электроники, просто сами по себе падают. Как это все работает? Ну, есть артиллерия, это снаряды, которые выстреливаются с ружья, летят по баллистической траектории. Есть мины, примерно то же самое, только более по настильной траектории выстреливаются такие. Ну, небольшие, бывают и довольно огромные. Есть авиабомбы, которые неуправляемые. Они просто сбрасываются с самолетов на какие-то цели. Они заранее выбираются. Можно, в принципе, и ошибиться в теории наводчику. А есть управляемые ракеты, которые тоже могут как с самолетов запускаться, так и, например, земля, грубо говоря, там они могут за 20, за 30, за 100, даже за 1000 километров стоять от города и запускаться оттуда и лупить довольно с высокой точностью по, скажем так, инфраструктуре, и куда, в принципе, наведутся, туда они и попадут. Давай, полетели. Вставай, Бон, не стесняйся. Вставай, не стесняйся. Поехали.
Так, друзья, это Артем Шеннон, он великий знаток как бы вообще вооружений, ракет и всех ядерных штук и всего на свете. Он как бы самый главный в городе по гражданской обороне и по всем этим штукам. Объясни нам Ты в мне двух... сильно много чести делаешь. Ну я тебе еще больше ее сделаю. На Ты самом молодец. деле Ты я- просто очень скромный человек и постоянно стесняешься, постоянно за кадром ходишь. Хотелось бы, чтобы ты людям пару слов сказал, что, как, к чему. Я уже у Бона спрашивал, Бона немножко объяснил. Радиоуправляемые ракеты, не радиоуправляемые, земля-воздух, земля под воздух. Что это могло быть? Смотри, здесь прилетел обычный ФАП-500, он представляет собой обычную бомбу, которая прикрепляется к нижней части, то есть самолета. Вот. Ага. И он сбрасывает ее или прицельным, то есть снижением и прицельным бомбометанием, или бомбометанием с пикирования. То есть оно входит в пике и сбрасывает бомбу. А насчет ракет, ну то есть, если бы сюда, допустим, прилетел какой-то Искандер, наверное, бы здание бы вообще превратилось в строймусор полностью. То есть его она меньше, даже- но она мощнее? Она не меньше, она просто управляемая, во-первых, Искандер, да, и она более прицельная. Так она же, ну как бы, она же меньше, чем 500 килограмм весит. Кто, Искандер? Да. Искандер это ракета. Ну, ракеты-бомбы, они отличаются. Просто я не понимаю. Просто я не понимаю, 500-килограммовая болванка с тротилом и, в принципе, небольшая где-то, как я, ракета. Ну сколько она? Ну 100-200 килограмм весит. Там не такая, как ты, ракета. Там, наверное, как вот столб, наверное, по размерам Искандер. Типа как точка У такая вот. Ну, точка У это более устаревшая версия. То есть с Искандера могут принести ядерное оружие. В том числе и ядерное оружие. Капец. А Вот какая это да. дальность, Артем, у Искандера? У Искандера до 500 километров. 500 километров. Это можно с другой стороны Точка свободно У бить. 120. Вот. Ага, даже так. То есть, ну, Киев в том числе бомбили, допустим, там Искандер был прилет в Ретровиль, это был Искандер. Вот, ну, вот приблизительно, если бы он был ядерный, наверное, бы весь квартал, он бы был, во-первых, непригоден уже к жизни, а во-вторых, его бы просто снесло. Ну, вот там, ну, были бы руины, если бы он был ядерный. А что скажешь про ядерное оружие? Да, хотел тебя спросить, ты постоянно говоришь за него. Расскажи пару слов. Что оно из себя представляет и насколько стоит его бояться гражданским жителям? Ну, мне кажется, что его бояться стоит, потому что, во-первых, оружие массового поражения, вот. И, ну, к сожалению, вероятность применения, я думаю, в данной ситуации, если, скажем так, у тех, кто развязали эту кровавую бойню, у них не будет проигрывать, я думаю, как последний аргумент, они могут применить ядерное оружие, как минимум тактическое. Вот. А что такое тактическое? Тактическое — это которое на тактическое расстояние, или оперативно-тактическое, то есть вглубь противника, вглубь обороны противника наносится удар. По конкретным Вот, точкам да. каким-то. И после этого войска могут одеть химзащиты, там, противогазы, полную экипировку и пройти точку поражения. Хотя это тоже очень чревато, выживаемость при этом, конечно, сокращается, ну, сами понимаете, что такое ядерное оружие. Но все равно, то есть, если будет применено ядерное оружие, это уже первый шаг к полнейшему хаосу. То есть на поле боя, в том числе и в гражданских слоях населения, то есть это первый шаг к тому, чтобы посеять тотальный хаос. Потому что ядерное оружие имеет не только степень поражения как массовая и там ядерная, но еще, допустим, является непосредственным как электромагнитным излучением, дает электромагнитное излучение, которое выводит всю электронику, все микросхемы, вот в вашем телефоне, допустим, оно все сгорает и не подлежит уже восстановлению. То есть все средства связи, вся электроника, она превращается в ненужные болванки, которые уже никак нельзя будет использовать. А какой радиус действия вот одного удара может быть? Ну, смотря какого. Оно есть очень большой номенклатуры. Есть артиллерийские снаряды, есть тактические, оперативно-тактические, стратегические, межконтинентальные баллистические ракеты. То есть, начиная от каких-то совершенно там, буквально там на 50 километров артиллерия бьет, заканчивая ракетой, которая летит на 24 тысячи километров и бьет с прицельной точностью 100 метров на другом континенте, которая, ну, уничтожает и поражает целые города. А ПВО такое может сбить? ПВО может, но нету такого ПВО в мире, которое бы сбивало в 100% все ракеты. Даже известный израильский купол, да, так называемый купол, он сбивает до 80-90 всех прилетов. То есть, допустим, очень сложно сбивать РСЗО, ракетные системы залпового огня, когда они наносят массированный удар, очень сложно перехватывать эти цели, и ну, они летят, во-первых, на низкой высоте, во-вторых, массированно. Это неуправляемые ракеты, которые
которые сложно отследить в воздухе. Это можно сделать, но если удар сильно массированный, допустим, там нанесен с 10-20 единиц техники, то такой удар практически невозможно перехватить. Казалось бы, он довольно архаичный и не имеет там какого-то особо хитрого замысла, там, управления ракетой и так далее. Это просто ракета, которая летит по баллистической территории, траектории, которая там прицелится, то есть имеется координат прицеливания самого комплекса ударного и точка прилета. Ну и оно прилетает не сильно с большой точностью по цели, то есть с отклонениями, иногда даже может промахиваться, не все ракеты туда долетают. Допустим, крылатые ракеты, которыми сейчас обстреливают Киев, в том числе все города Украины, без исключения, они имеют прицельную точность, там могут корректироваться по средствам связи спутниковой ГЛОНАСС, это российская. Ну, вообще, сначала это было советское, а теперь это российское. Они могут менять траекторию полета ракеты, наведение ракеты. То есть, вот буквально пару дней назад слышал, как летели ракеты на Ивано-Франковск, потом там командованию вздумалось их перенаправить, они полетели во Львов и прилетели в мирные дома. Прилетела ракета в СТО, и погибли в том числе и дети. Вот, эти ракеты прицельные, то есть ими можно управлять, перехватывать сигнал. И они слабо заметны для радаров, потому что они могут лететь на низкой высоте, в том числе и для низковысотных РЛС-обнаружителей, очень сложно для выявления. Артем, скажи, пожалуйста, для людей, которые боятся ядерного оружия, вот какие действия можно предпринять? Или что ты предпринимаешь в этой связи? Я думаю, что да. Ну, йод это само собой, но йод, конечно, мало поможет, если ты будешь в поле или там... Ну, если литр йода выпить. Ну, литр йода выпить, мне кажется, не совсем серьезно, да. Но мне, вот, чтобы я делал, самое, наверное, надежное в этой связи для Украины. Я думаю, что если будет использовано даже тактическое ядерное оружие, лучше всего прятаться в метрополитене, потому что, я думаю, мелкие города вряд ли попадут под обстрел, да. А столицу, там, Киев или Харьков, какие-то самые крупные города, они имеют в том числе и метрополитен. Вот в метрополитене стоит укрываться, потому что метрополитен самое безопасное. Метрополитен от ядерного взрыва должен спасти. Другое дело, что уже после этого делать и как с этим бороться, то есть, но пережить, скорее всего, лучше всего это метрополитен. Скажи, а как понять, что ядерный удар, если он произойдет, за сколько люди будут осведомлены о том, что он надвигается, или это произойдет спонтанно, нежданчиком? Ну, смотрите, это к зрителям, кто это смотрит. Я думаю, что за всеми российскими базами хранения ядерных боеголовок следят спутники Соединенных Штатов. То есть там мониторинг идет прям каждый день, каждую ночь. И когда начнутся какие-то действия в этой связи, да, они будут, все будут информированы. Я думаю, что все мировое сообщество поднимется на уши и будут пытаться предпринимать какие-то действия, потому что, ну, это развязывание хаоса, и это первый шаг к тому, чтобы уничтожить перманентно все человечество. То есть, к сожалению, это факт. Хочется верить в то, что мировое сообщество это не допустит. Если оно допустит, это будет информировано, потому что все ядерное оружие передвигается конвоями, его охраняют чуть ли не конвои в 100 единиц техники, то есть там едет очень большая концентрированная колонна охраны, обслуживания, химической безопасности, там, ядерной безопасности и так далее. То есть это крупные обслуживающие комплексы, которые там в одиночку не есть. То есть это, скорее всего, будет видно. Они не просто так там перемещаются, это все регламентируется. И даже, допустим, для того, чтобы привести обычный ядерный, самый простой ядерный артиллерийский снаряд, у него там есть специальный хомут, которому он опоясан, и чтобы его применить, нужно ввести специальный код. Но даже вот этот вот маленький ядерный снаряд, его будут транспортировать со всеми почестями, со всеми, скажем так, вытекающими... Плюс его в охлаждении надо постоянно вести, чтобы он еще не ебнул по дороге. Что ты скажешь мародерам, тем шпионам, короче, чтобы уже собирали чемоданы и бегом туда лезли, кабеля уже резать наши. Если посрезать ракетам кабеля, повыкрадать все детали оттуда. К сожалению, да. Если бы, конечно, это было возможно, но все эти базы, они очень хорошо охраняются, потому что они охраняются сильнее, чем президенты, чем, наверное, то есть самые защищенные места в мире — это хранилище ядерного оружия, потому что это самое опасное, что может быть, это единственное, что может привести к смерти всего человечества. Короче, туда надо влупить, да и все. Скорее всего, перехватить это все. Это единственный выход. Вот. Надежда на все, что на какой-то, скажем так, позитивный исход все-таки, думаю. Я все-таки надеюсь, что кто-то залезет туда, повыкусывает детали, кабеля повыкрадает. Верим и она в как чудо. только взлетит, так назад и полетит туда. Верим в чудо. Верим в чудо. Спасибо, Верим в Артем. Верим в чудо. Верим в чудо, Сусанин.
Так, друзья, единственный танк, который смог прорваться на территорию города Чернигов. Но тут он заблудился и тут же нашел свою смерть. Ребята, расскажите, как знатоки, что это такое? Бо я не понимаю техники. Ни Ну, хрена. это танк Т-72, ударный танк. Может быть, конечно, не Т-72, но вроде бы Т-72. Точно с танками у меня, скажем так, не так просто, как с ракетами. Ну, заехал танк, поразил его Джевелин в башню, сдетонировал внутренний комплект и вырвало. Капец. А ты, Бона, что про танк можешь сказать? Ну, я не вижу, куда попадание было, но точно вижу, что решетки не помогли, которые сверху. Было ноу-хау, типа защита от Джевелина, которая концептуальная ошибка, потому что он вообще работает по-другому. Ну, смотри, вон, наверное, вырвало в заднице, вон там видно, что его вырвало. Как военные пошутили наши. Приехал Мангал на майские праздники. Смотри аккуратно, чтобы не было заминировано. Кумулятивный взрыв прошел вот сюда, скорее всего, вот, или тут был, нет, наверное, тут все-таки была детонация, вот тут была детонация, вот, видишь, вырвало его, вырвало. То есть башню просто вырвало и отнесло в Ну, сторону? то есть, да, вот тут была детонация, и башню подбросило и оторвало в сторону. Можно только представить, что случилось с людьми, но я думаю, что это действительно испарились просто в воздух, в небо по трубе. Вон, а что там видно? Все сгорело дотла, ну, при детонации боекомплекта не остается ничего ровным счетом. Просто груда металла, уже обожженного, в принципе, можно на металлоприемку сразу. А гляньте, пацаки, тут еще вон русская форма висит. Капец. Ай-яй-яй, какой ужас. Смотрите, вот тут внутри сидели люди, можете представить, каково им было. Вентиляционная шахта, друзья, смотрите, толстостенная, потрогай пальцем, какой толщины металл. Где-то полсантиметра толщина. Ты глянь, как в метро. Представляешь толщину какую, как это пробомбило? Нихера себе, это чем-то так глушило? Или это боекомплект рванул и поразносило, дырки такие понаносило? Как... Вот сюда был прилет, скорее всего, снаряды. Ну, чтобы такую толщину металла порвать, это Да. Смотрите, насквозь, вот это решето посечено. И вот тут даже снаряды выходили насквозь, на вылет. Вот сюда залетали, вот тут вот они вырывались, выходили. Мы пришли в гости, а в соседний дом ракета прилетела. Ё-моё. Добрый вечер. Ого, аккуратно, скользко очень. Дорожчик. Приятно. Дима. Давай подгон. Так, держите, вам с Андрюхой, короче, привезли с Киева подгоны, поэтому, короче, делитесь. Берете сигареты. Взяли, короче, ну мы ездим, помогаем людям, подогреваем. Сейчас такая ситуация в стране, не у всех есть. Курить, жрать. Сишки. Сишек у нас много. Стены только треснут. Я видел фотки, женщина на кухню выходит, а у нее ракета с потолка торчит. А, тоже такое слышал. Да, тут было, когда тут дом бабахнули. Давай. Вон, смотри, число зверя. Это значит, что тут привитые люди, ну, вакцинированные. Слышь, а кто автор этих надписей на стенах? Вот. Ты рисовал? Автор тут. А кому это адресованы Ой, ругательства? да боже мой, всем подряд. Тут происходили рейвы маленькие. Ого, маленький. Веселились. Да. Ну ладно, не маленькие. Ну, короче, веселились как могли. Слушай, Шена, так скажи, как человек, который разбирается в вопросе, что думаешь про течение войны текущей? Что я думаю? Ну, мне кажется, что затянется это еще не сильно надолго, именно активная фаза. Может месяц, может два. Дальше, но, скорее всего, перейдет в вялотекущую фазу. Ну, там посмотрим. Мне кажется, что, в принципе, сейчас прогнозы относительно аккуратно можно делать оптимистичные, но война продолжается, и это нужно понимать, и заниматься каким-то шапкозакидательством абсолютно не стоит. Нам надо осознанно продолжать бороться и не отступать. России, думаешь, кирдык уже ввиду того экономически-политического влияния, которое пошло во всем мире? Ну, мне кажется, это вопрос времени. Если ядерная война не начнется, я думаю, что Россия развалится. То есть это только вопрос времени. Это, ну, слом после того, что был уничтожен российский крейсер «Москва». Первый крейсер за почти 100 лет, можно сказать, уже даже больше 100 лет. То есть первый крейсер, который был уничтожен в России с Цусимской битвы 1905 года.
Вот таких крупных потерь, ну, вот, представьте, сейчас 2022 и получается 108 лет назад был потерян флагман флота. Более того, на крейсере «Москва» находился пункт управления всем Черноморским флотом и командование, скажем так. И это, конечно, для них сокрушительная как в символическом смысле потеря, так и вообще во всех смыслах. То есть, ну, понятное дело, что, как говорится, с песни слов не выбросишь, и, ну, то есть заголовки газет будут пестреть: «Утонула Москва». Вот. Но можно только вдуматься в это словосочетание, что, ну, как бы, какой здесь символизм. И это первая крупная цель потерянная, самая крупная цель за последние 80 лет с Первой мировой войны, самая крупная военная цель. Поэтому наше командование проявляет действительно чудеса, я по-другому это не назову, командование ВСУ, то есть... Раньше, знаете, если как-то кто-то сомневался, теперь, наверное, ну, ни одного экивока и каких-то сомнений эфемерных не должно возникать. Потому что, ну, творятся действительно чудеса. Мы бьем по заявлениям Второй армии мира, и они бегут, как, знаете, армия Наполеона в панике, убегая. Вот что показало освобождение Черниговской области, Сумской области, Киевской области. Артем, а что вот ты, как человек, который знает ситуацию изнутри, можешь сказать нашим ватным зрителям, которые имеются, которые говорят, что это укропы, бандеры бомбят сами себя, и что пришла армия освободителей, в кавычках, которые хотят нас просто освободить от нацистско-наркоманского руководства страны? Ну, я скажу так. Рано или поздно придет осознание вообще, что на минуточку в мире происходит, и они глубоко пожалеют о той своей позиции, которая на данный момент движет этими людьми. Это только лишь вопрос времени. И время рассудит. Время каждого рассудит, время покажет каждому, кто есть кто. И то, что сейчас происходит, это исторические события, которые повлияют на историю кардинальным образом. Мы уже никогда не будем жить так, как раньше. Либо настанет всем конец, Да. либо мы будем жить кардинально по-другому. И ни Украина, ни Россия уже никогда не будут видеть той прежней жизни, которая была раньше. На фронте, да, идут сейчас тяжелые бои, битва за Донбасс, уничтожают Мариуполь, к большому сожалению. Впрочем, верим, что люди, которые обороняют, они выстоят. Это героические подвиги современности, как 1000 лет назад рыцари спасали замков принцесс, да, как гласит народные эпические сказы. Так и сейчас защитники, по сути, приняли весь удар на себя. Конечно, нам тоже достается, но самые жуткие вещи, самые, можно сказать, исчадие ада, которое происходит, это как раз на той территории. Там происходят действительно страшные адские вещи, которые вот характерны только какой-то преисподней концепции дьявола, потому что, ну, смотря, когда Российская Федерация применяет, ну, неважно, против мирного населения, против даже, скажем так, самой ситуации, то, что они бомбят стратегической авиацией, которая предназначена для уничтожения, можно сказать, потенциально стратегического противника, а никак не тактического. Украина, скажем, больше тактический противник, ну, не скажем, а это так и есть. То есть все прибрежные страны это больше как тактические, стратегические, это на десятки тысяч километров от территории самой страны непосредственно они бомбят стратегической авиацией. Стратегической авиацией бросают самое мощное. Следующий шаг это уже ядерное оружие. Как последний аргумент, я уже раньше это говорил и сейчас скажу, что этот последний аргумент может стать ядерное оружие. То есть загнанная крыса в угол, она бросается с агрессией в десятикратной силой. Это ядерное оружие, оно досталось, скажем так, тем людям, безумцам, которые готовы нажимать эти кнопки. Хотя даже раньше оно разрабатывалось для паритетности, чтобы никому не было выгодно нападать на противоположную сторону. И никто даже его не думал применять. Да, проводились, скажем так, некоторые там учения, совершенствовалась система, но никто не думал нападать на другую сторону, потому что никому бы это не было выгодно, это бы влекло хаос и полное уничтожение человечества в принципе. А что думаешь по поводу того, что говорят, что даже если Путин скажет
нажимаете ядерную кнопку, то там еще стоит цепочка из 5-7 людей, и кто-то из них просто застопорит все. Ну, войну же не застопорили, хотя, с другой стороны, может быть, они не осознавали, что будет такое сопротивление, они думали, что здесь будет всех встречать с цветами. Это, ну, не миф, это они, скорее всего, действительно это на осознанном, абсолютно трезвом уровне так оценивали ситуацию. Никто не думал, что будет такое сопротивление даже страны Запада, которые обделались в штаны, убежали куда-то, и там наблюдают за этим всем, кто там будет побеждать, того мы будем поддерживать. К сожалению, большому, ну, это, во-первых, я считаю, неправильно, а во-вторых, ну, скорее всего, это просто был даже, ну, все люди, кроме украинцев, они думали, что сопротивление невозможно, и через 72 часа они уже будут там выставлять блокпосты где-то на Западной Украине, но, как оказалось, сталося не так, як гадалось. К сожалению, возвращаясь к цепочке, я думаю, что если они развязали войну абсолютно в здравом уме, то они завтра что-то выдумают и подумают, там, будут рассуждать абсолютно как-то невменяемо, что ядерное оружие якобы будет спасением всего мира. Бомбы ради любви, ракеты ради мира, как они говорят. Вот. Ведь любовь у нас не отнять. Так а что, если они запустят это оружие, то кто им даст ответ? И какой шанс, что дадут? Ну вот, если отбросить все сентименты и прочее, ответ должен быть незамедлительный от всего мирового сообщества, чтобы остановить и не дать человечеству пропасть с территории Земли. То есть это первый шаг к тому, чтобы уничтожить полностью всю цивилизацию. Но, к сожалению, сложно представить, что будет дальше. Потому что ядерное оружие, хоть США и применили по Хиросиме и Нагасаки ядерное оружие, но оно было в 1000 раз слабее того, что есть сейчас. Даже в тротиловом эквиваленте, то, что есть сейчас, оно намного мощнее того ядерного оружия, которое были применены по Хиросиме и Нагасаки. Конечно, ядерное оружие, оно имеет свойство оставлять за собой уже невозможность эксплуатации территории, то есть это отчуждение. Что хочу единственное сказать, смотрел недавно передачу как раз про финскую войну, и там очень хорошая фраза сказана, что когда началось нападение России на финнов, они все дружно собрались, все, от мала до велика, совершеннолетние, несовершеннолетние, похер кто, старики, дети, кто не мог стрелять, тот подавал патроны, тут окопы копал, деревья пилил на баррикады. И они сказали одну фразу, говорит, что нам уже как бы терять нечего. Либо мы сейчас умрем, либо мы завтра проснемся в новой стране и будем строить уже себе новый мир. То есть как бы сейчас, по сути, это и в Украине то же самое. То есть либо мы, если проиграем эту войну, то мы снова на 100 лет под это все ярмо и пойдем. Если выиграем, то как бы будет все хорошо, и мы будем совершенно уже в другой стране жить, совершенно не той, которой жили вчера. Так что, как говорится, только победа, вперед, а по-другому нам не подходит. Еще хотел от себя сказать. Ракеты должны бороздить космическое пространство, открывать новые галактики и планеты, а не лететь в мирных жителей, в беззащитных пенсионеров, бабушек, дедушек, в семьи. Должны ракеты заниматься все-таки созиданием, а не уничтожением. Ладно, друзья, это Артем Шеннон, он большой знаток ракетознавец. Вот, если вам интересно, то мы обязательно Артема Шеннона еще пригласим. Может, как про бункер нам что-то расскажешь толковое, что сейчас происходит, какой-то бомбарь зайдем официально, попросим, чтобы ты рассказал. И расскажешь нам более подробно про ракеты и про все интересное. А вы напишите интересно или неинтересно. Все, друзья, а мы летим в другие города дальше помогать, делать, снимать, что происходит на самом деле от первых лиц. Всем добра.